Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это должен был быть обычный рыбацкий день. Джон, мужчина лет 40, живущий у озера почти всю жизнь, вышел на воду еще до восхода солнца. Он не искал приключений, не ждал ничего необычного, просто надеялся на хороший клев и пару часов покоя вдали от городского шума. Все шло как обычно: легкий ветер, дрожание поплавка на воде, пение птиц в прибрежных зарослях. Но через час после начала рыбалки он заметил что-то странное на поверхности. Серый, плохо различимый с расстояния объект едва заметно колыхался на рябе воды, словно что-то застряло в водорослях или ветках. Сначала Джон решил, что это просто мусор, пакеты или тряпки, выброшенные кем-то безответственно. Но когда лодка подошла ближе, он почувствовал, как внутри начинает расти тревога. Пакет плавал слишком тяжело, он был наполовину затонувшим, и с него капала вода, как будто внутри было что-то живое. Или недавно жившее. Джон потянул его к себе веслом и увидел, что мешок шевелится. Он сначала замер, сердце застучало быстрее, а потом, забыв про осторожность, полез руками в мутную воду. Когда он начал развязывать узел, запах был резкий, теплый, неприятный. Но хуже всего было не это. Пакет зашевелился сильнее, и тогда он услышал тихий писк. Он открыл мешок и в первый момент ничего не увидел, только мокрые тряпки, слипшиеся от воды и ила. Но когда он приподнял их, его взгляд наткнулся на две крохотные, напуганные глаза. Щенок. Совсем крошечные. А рядом с ним еще один и еще двое. Они были мокрыми, озябшими, с затрудненным дыханием, но живыми. Джон не смог сдержать ком в горле. Он достал щенков, завернул в свою рубашку и немедленно включил мотор, разворачивая лодку к берегу. Он понятия не имел, кто мог сделать такое, кто мог завязать пакет, бросить его в озеро и просто уехать, но сейчас это было неважно. Главное, они выжили. Он вытащил их из воды в самый последний момент. Позже, уже дома, щенков осмотрел ветеринар. Двое оказались в стабильном состоянии, а третий был слабее, но тоже пошел на поправку. История разлетелась по округе, и уже через неделю у каждого из малышей нашелся новый дом. А Джон, сам не планировавший этого, оставил себе самого крошечного, самого тихого из них. Назвал его Лаки, удачливые. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.